Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня у нас будет прекрасный пинята Паула, и не просто пинята, мы сегодня будем его качать на 13 уровень, потому что у него целая куча жетонов, и потому что он на самом деле один из сильнейших персонажей в игре, просто очень сложный. Да, вот такие вот дела. Ну и что, отправляемся качать, да, что-то я, кстати, хотел сказать вам и забыл. Что я хотел сказать? А, ивент, во, вспомнил. Сейчас у нас идет двухдневный ивент, он начался сегодня, и здесь есть феромоны. Опять же, это будет невозможно выполнить. Почему? Потому что феромоны даются только за топ-3, а за 5% дается персонаж. Ну, опять же, персонажа можно до сих пор выбивать в этих ивентах. А недельный, видите, вот у меня такой. Не знаю, как у других, но у меня такой, к сожалению. Поэтому ждем, как только будет недельный ивент с феромонами, можно будет его использовать и круто буститься. Но опять же, когда он будет, непонятно. Ладно, погнали качать Паулу. Что-то я затянул немножечко. Ну, может кто-то на третье место зайдет, не знаю, по двухдневному ивенту, но это вряд ли, потому что там нужно, прям пережить себя, так сказать. Вот он, Пауло 13 уровень, а потом еще Пауло 14, и 4 слотик. 900 хпшки мы лутаем, итого у нас почти 7 хп у Пауло. А это уже зверь-машина получается. Так-то. Ну ладно, давайте качать, хотя погодите. Я только уровень качну, то есть у меня было все прокачано, да. Блин, а я... Ну, теперь уже не знаю. Теперь уже не... Давайте просто до атрибутов доберем и посмотрим уровень. Потому что все равно будем потом качать 14. Просто хочется увидеть, как он изменится. Да, вот эти все атрибуты, как они дадут. Опять же, тут 30% дробовик. Давайте хотя бы его возьмем. Шот урон, это прям значительная разница. То есть, сейчас он дамажит там 100%, будет дамажить там на 1000 больше, по сути. Ну, если округлять, конечно, 400 в плюс. Ладно, давайте качать, в общем. Дробовичок возьмем и возьмем... Гранатку с копьем возьмем, наверное. Да? Ну, сейчас надо глянуть атрибуты, потому что тут, во-первых, мы же берем атрибуты, и, исходя из них, уже нужно брать. Опять же, дробовику, как видите, здесь эти 2% особо, ну ладно, 3% особой роли не сыграют, хотя неплохо было бы, да, забрать атрибут. Но это уже потом сделаем, когда будем 14 качать. И здесь у нас получается что? Копье, один атрибут, там дальность увеличится, да, немного, или перезарядка, и бомба. Дальность перезарядка, надо радиус, конечно, качать, потому что Пауло без радиуса у нас по бомбе. Поэтому сейчас будем это делать. Возьмем эти два атрибута. Конечно, они стоят немало, на самом деле они бесполезны, как по мне, но небольшой буст должны дать. Хотя бы 16 тысяч, чего здесь такого, в принципе. На два атрибута потратить, я думаю, это нормально. Это, кстати, классно сделали, то, что боковые атрибуты, боковые бонусы стоят меньше, чем центральные, хотя некоторые вот такие вот ботинки очень интересно стоят, 50 тысяч против 9, против 12, ну вот вы видите, в принципе, да, как это работает. Очень бредово, но придется эти 50 тысяч тоже прокачивать когда-нибудь, но это, наверное, после 4 слота уже, после 14 или 15 уровня, ну, короче, это уже будет не скоро. Итак, дораспределяем сейчас атрибуты и врываемся в командные бои. Именно так. Итак, у нас копье. 3% дальности, 2% перезарядки. Скорость, я думаю, бесполезна, это у нас стреляющее копье. Давайте дальность возьмем, мне все-таки больше по дальности нравится. И бомба. Бомба у нас перезарядка 2%, радиус 4%. Я, наверное, возьму так. Нет, так уже точно брать не буду. Возьму радиус. Радиус даст немножко больше шанс нанести урона, потому что все-таки противник не сможет увернуться. То есть, если бомбы, которые катятся, они достаточно незаметные, и противники от них редко уворачиваются, если честно, особенно в каком-то таком душном замесе. Поэтому, чем больше радиус, чем чаще и больше наносить урона можно противникам. Это круто. Плюс маленькие же гранатки, которые я использую, тройные, да, кассетную бомбу, они тоже будут давать свой вклад в это все. И будут увеличивать. Итак, мы сейчас справимся за легендарным потом. Это логично. Перед этим, конечно, мы меткие. Заметили, да? Ну вот он стан, кстати, зебры, который зебра имеет на данный момент. Так. Лутаем дробовичок и погнали. Кстати, там тоже зебра со скином пиньяты. Зебра со скином пиньяты. Застанил? Нет? Не застанил. Дальность, на самом деле, маловатая для скина пиньяты. Ну, повезло, что этот зебр отошел в ненужный момент. Точнее, он как... Под него выпал дроп, ну, как всегда, да? Под кого же еще могу выпасть дроп? Конечно, под 7 уровень. И... Блин, мои союзники умирают. И из-за этого этот чел не успел залутать. Так, бахаем, станем бака.
Ну, уже некого станет, ладно. Блин, еще Брюс так далеко убежал, я не понимаю. Зачем он это сделал? Гений на Никсе сейчас у меня тут отхватит плюх достаточное количество и умрет. Одна плюха ему остается. Блин, я случайно перепрыгнул. Вот эти случайные прыжки, конечно, да, бесят немного, но что поделать. Мы, в принципе, залутались. Вот, за счет легендарного дробовика чисто я Никса и смог вот этого затащить. Если бы не этот легендарный дробовик, я бы тут не затащил Никса, скорее всего. Опять же, у нас тут есть золотая гранатка. Давайте ее залутаем тоже. Все, Никсик, поиграл, да? Но, кстати, Никс с первобытным инстинктом. Блин, у него была аптечка, надо было аккуратнее себя вести. Никс, конечно, смотрите, как быкует. Это вот это за счет того, что он может себе это позволить. Но у него шансов маловато, потому что... Обидно, конечно, что лутали мы. Никс, конечно, странный все равно. То есть врываться в меня, хотя у меня легендарный дробовик на такую дальность огромную. Ну, вы видите, да? Вот поэтому я хотел, на самом деле, атрибут для дробовика взять, потому что, ну, такая имба лютая для зебры. Как бы очень нужен, но что есть, то есть. Итак, мы вроде неплохо тут побеждаем, против нас остался еще один сквад. И мы сейчас будем с ним, скорее всего, драться. Я пока сделал небольшую разведку. Такую вот. Пока что побахаем просто через дальний бой. Достаточно неплохо побахаем. Так, уворачиваемся немного. Бахаем по доне, бахаем по другим. Блин, они стенки ставят, хитрые. Хитрые любители стенок. У нас зебра просто стоит сейчас. Поэтому я сейчас сделаю вот так вот, золотая аптечка. Так, застанем. Да блин, чё ж так душно-то? Так, там кто-то у нас вырывается. Надо сейчас убивать этих ребят, которые в меня вырываются здесь. Здесь у нас Брюс ворвался. Еще кто-то ворвался. Так, надо... Да блин, ну... Ну вы видели, просто взяли и шотнули. Ну помогите вы, ну бесполезные. Ну, я их столько раз спасал. Просто, как же обидно. Ах, как команда. Просто одноклеточные. Просто одноклеточные. Вот стоят в метре, видят, что мы умираем. Так зачем спасать? Зачем, да? Ай, не везет с командой, конечно. Ну, что сказать. Какие есть, да, ребятки? У нас зубы все-таки игра не про интеллектуальных людей. Хотя можно пойти в соло-бои, там понагибать за зебру. Ну, блин. Вот видите, да, вот сейчас бы я стан сделал красивый, но мне просто не везет, в тайминги не попадаю. В этом и проблема зебры. То есть персонаж имбовый, классный, но нужно всегда попадать в тайминги, делать все прям очень красиво, но для этого нужно очень много играть на этом персонаже. Очень прям много играть, чтобы чувствовать все эти дальности, все эти дистанции. В общем, чувствовать на максимум, тогда будет все окей. Опять же, лучше играть с командой, потому что они сейчас будут лутать аптечки. Вот, как я и говорил, да. А я сейчас не особо по аптечкам. Плюс у нас тут неплохие уровни все-таки в команде, адекватные, надеюсь, будут. Хотя уровни это не всегда говорит, что противник, точнее, ну, адекватный, да, кто-то играет за тебя. Или против тебя. Кидаем гранатку пока что, орла станем. Ну, застанить получилось, конечно, не спорю. Так, кидаем гранатку еще одну. Видите, просто аптечка только так улетает. Прям по КД. Ну, радует то, что у меня есть орел. Неплохой такой достаточно. Правда, выживать уже нечем. Надо и маневрировать начинать. И как-то залутать аптечек немного хотя бы. Так, ну, аптечек мы уже начали лутать. В принципе, у нас никсы есть в этом плане хорошо. Получается. Лутаем сейчас золотую гранатку. Еще одну аптечку и погнали доминировать. Погнали, погнали, погнали. Правда, я сейчас немножко быкую, тут излишне на самом деле. Излишне быкую. Ну ладно, сойдет. Сейчас Джейд будет забегать, смотрите, я ее застаню красивенько, и мы ее шотнем. Ну, в принципе, получилось, да, не спорю. Правда, кривовато получилось, но сойдет. Так, бахаем пока что на автоатаке, особо не целиться. Потому что смысла нету целиться особо. Можно сейчас немножко тут поднакосить противников, потому что у меня все-таки дальние атаки есть, возможность бахать, да? А у них не так уж и много этих возможностей в дальнюю атаку бахать. Поэтому мы сейчас такое делаем. Вот зебре надо что-то еще помимо этого прекрасного, то, что у нас есть. Ну, в плане подвижности, да? Вот у нее есть ускорение, которое практически не используется. Ну, то есть его сложно так... Ну, видите, оно не такое большое, прям на самом деле. Хотя дает, наверное, скорость, как у хамелеона. Так, лутаемся. Хамелеша тоже надо добивать. Вот, давайте проверим, кто быстрее, Бутях или Хамелеон. Ну, одинаковая, мне кажется, скорость была только что. Ну, мы победили, это главное. Опять же, у нас один гений какой-то где-то умер. Опять же, это, скорее всего, там вот где-то оставался один человек.
О, легендарный дробовик просто так лежит. Ребятки не могут дойти. Ну ладно, пусть берут, как говорится, мне без разницы, что 12, что 14 Никс достойные ребята с легендарным дробовиком. Конечно, зебру тоже неплохо было, но чего нет, того нет. Так, вроде копьем, ну видели, вот копья не хватило, дальности и скорости не хватило. То есть, возможно, стоит все-таки делать какой-то баланс по копью, но пока что об этом не хочу задумываться. Хотя, смотрите, мы пятеро выжили, а что я не видел пятого? Странно очень. Ну, вот такие дела, вот такой вот зебра. Неплохо, на самом деле, живет, но, видите, у меня по предметам еще даже нету девятых. Ну, там один вроде или два девятых уровня. То есть 10 уровней еще нету. Почему-то на зебру не выпадают предметы. Наверное, из-за того, что он один из последних персонажей был, которые у нас были добавлены в игру. Если я не ошибаюсь. Ну, давайте глянем, кстати, по предметам, потому что я что-то не помню особо, что тут по уровню. Ох, игра не зависает, смотрите, а. 8, 9 и адреналин 9. Ну, да, тут... Ну, точнее, этот, дефибриллятор 9. А вот адреналин 8, 72%, хотелось бы 9, на самом деле. А лучше 10 уж. Потому что, ну, слишком мало, слишком мало. Ну, это система разработчиков, они почему-то решили ее так делать. Интересно, почему? Ну, никто ж этого не знает. Это загадка. Ладно, давайте еще один боец затащим. У нас, в принципе, есть возможность это сделать. О, Эдна, 8 уровень. Да берите вы дробовик, что вы стали? Стали, стоят, смотрят на дробовик. Убивать кто будет. Вон, я стан ему даю, нормально, как бы контролем. Ай, как же не горит с этих игроков. Успел я резнуть бобра нашего бесполезного. Ну, моя команда все равно сдохлась. Ай, ничего удивительного. Так, этот там резает. Я тогда иду сюда, чтобы не дать им возможности встать. Фух, ну мы как-то выжили. Это просто нечто. Этот Брюс, который залутал легендарный дробовик. Эти сокомандники. Этот бобер, который пошел почему-то в ближний бой. Непонятно почему. Эдна у нас еще более-менее хорошая достаточно. А вот остальные такие себе. Так, ну тут капканчик поставим один лишний. Бачок там еще залутать решил. У нас дробовичок нам пришел. Правда, он уже бесполезный, но мы его тоже залутаем. Итак, зона у нас идет влево, значит мы пойдем тоже туда. У нас, в принципе, зебра сильный. Надо нагибать. Надо развивать немножко зебру в плане действий. Ну, надо ему все-таки сандали святого. Ну, блин, 4 слот, 120 тысяч. А это 14 уровень, если что, качнуть. С нуля. Не, 14 уровень 60 тысяч, да? Или то я 13 путаю. Нет, подождите, по 13 уровню там было... Ну вот... сложно, короче, просто сложно. Сложные сложности, короче. У меня с уровнями надо смотреть, постоянно забываю эту информацию. Ну, как бы, я ее там посмотрел, прокачал, забыл. Вот, в принципе, так это у меня происходит. Но я надеюсь, там все-таки 120 тысяч на 15. Хотя, вряд ли. Мне кажется, 14 120, а 13 60. Так, Никса мы тут почти шотнули. Отлично. Капканчик поставим, чтобы мало ли кто тут придет его спасать. Спасатели Малибу идут сюда к нам, да? Но у них не очень получается, потому что Эдна наставила ловушек. Не, ну смотрите, вот Эдна это прям вообще кайф. Просто ловушки по КД. А урон они наносят очень большой, там 300 урона. Считайте, это жестче, чем пассивка Джейд. То есть у пассивки Джейд там урона не 300, там поменьше. На самом деле, насколько меньше я, правда, сказать не могу. Но меньше. Так, пока что ставим стенку. Бахаем. Станем Брюсиком. Бахаем еще. Бахаем еще. Бахаем еще. И домой. Всех домой отправляем. Станем Никса. Бахаем. И домой. Домой, я сказал, Никс. Домой. И еще один Никс. На тебя автоатак. Ты че? Бык? Куда ты побежал? Странный очень Никс был у противника. Это вообще какой-то одинокий Никс был. Очень странно. Ну, мы всех победили, точнее, я всех победил, пока моя команда там где-то что-то непонятное делала. Это команда Зуба, да, как всегда, впрочем. Не, ну они там тоже что-то бахали, я видел. Возможно, даже по этим ребятам, но это не точно. Ну что ж, победка оформлена, Зебра хорош, приятный персонаж, ничего сказать не могу. Правда, надо учиться играть очень жестко. Нужно что-то ему все-таки дать. Нужно вот реально 2 артефакта на подвижность Зебре. Вот, чтобы вы понимали, просто 13... А как я 13 набил? Очень странно, ну ладно. В общем, 2 артефакта на подвижность нужно Зебре. Это ботинки и сандали. Это прям в идеале, да? Чтобы он в любой ситуации мог всегда иметь возможность ускориться за счет предмета, добежать до противника
тыкнуть в него стан, развернуться, тыкнуть в него стан, раздамажить и получить за счет этого очень огромное преимущество, потому что твоя команда, ну, пока противник стоит в стане, живет, дамажит, не умирают хотя бы, да, уже приятно. И ты в этот момент дамажишь, и, в общем, все красиво. Но это очень сложно делать, поэтому пока что играем так, а потом будем меняться, да. Но это в будущем. Это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот Зебра Паул, вот такая вот мощная пиньята в нашей игре есть, которую нужно на самом деле прокачивать, потому что он хорош. Это заметно по боям, это заметно по умениям, да. Активный навык дает скорость неплохой, плюс перепрыгивание, как у Скипи. Точнее, пассивный навык. Активный навык это стан, ну, стан, точнее, как, это урон, да, с копытом, плюс стан от первобытного инстинкта. То есть выгодно очень. Поэтому советую всем качать Зебру, он хорош. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.